Здравствуйте, друзья! В очередной раз разработчики поменяли механику игры, и ферма железа для версии 1.14.3 Zombie Edition при переходе на 1.14.4 работать перестала. Как вы поняли из названия, проблема решена. Представляю вам новый вариант фермы железа для версии 1.14.4 с использованием принципа возбуждения жителей для ускорения спавна големов от всем известного инсургента. Этот вариант получился проще в построении, в нем минимум редстоун механизмов. Начальный вариант, который мы через минуту построим, при нагрузке на сервер примерно равен стандартной классической схеме, которая существовала до версии 1.14. То есть в принципе не является проблемной и по ходу гораздо более продуктивнее. Как сами видите, можно сделать ферму многоэтажной, и в этом случае доход будет превышать ваши запросы многократно. Я спешу опубликовать эту схему, так как на момент монтажа и озвучки видео решения этой проблемы ни в англоязычном YouTube, ни тем более в его русском сегменте нет. И между прочим, схема без зомби работает без проблем до сих пор. Она оказалась самой стабильной, однако речь сегодня не о ней. Итак, строить основную или первую платформу с жителями желательно на высоте 60 блоков от уровня земли. Это обеспечит стабильность, так как големы будут быстро выпадать за пределы влияния на ферму, и жителям придется генерировать нового голема, что нам и нужно в принципе. От начального блока отступаем сперва 9 и устанавливаем 3 светильника Джека, или светокамня, или морские фонари, без разницы. Затем отступаем 16 блоков и снова 3 светильника. Итак, 5 групп светильников. Между ними по 16 блоков, а по краям 9. Крайние 10-е блоки обозначаются стеклом. Если вы надумаете делать несколько этажей, то это будет контрольная точка для общей стены всей фермы. Для одноэтажной такой блок тут само собой лишний. Его используем временно как контрольную точку и впоследствии уберем. Теперь наша задача – оборудовать места для жителей. В первую очередь строим вокруг источников света платформы из стекла. С одной стороны ряд, с другой 2 ряда. Все 5 точек и сейчас, и в дальнейшем должны быть совершенно одинаковы и по наполнению, и по расположению. Ставим на каждую платформу по 3 кровати и 3 блока профессий. Блоки профессий желательно выбрать такие, на которых гарантированно не появятся мобы. Камнерез или, например, как сделал я, кафедру. Теперь, используя любую ограду, изолируем выходы будущим жителям. Теоретически достаточно поставить 2 блока на линии источников света, но для большей уверенности рекомендую огородить площадку с 3 сторон. 4-ю сторону, то что с кафедрами, оставляем открытой. Естественно, повторяем этот момент на всех 5 площадках. Эта ферма получается, пожалуй, самый простой из всех на версии 1.14. Теперь начинаем предварительную разметку для плоскости, на которой будут спавниться големы. В первую очередь, пропустив один блок от ограды, повторяем контур платформы для жителей. Я повторю то, что говорю постоянно. Блоки железа тут я использую только для наглядности. Вы можете использовать любые подходящие материалы, на которых могут появиться големы, типа камня или коблы. Следующая наша задача – разметить место для железной дороги
по которой мы пустим зомби в вагонетке. Во-первых, он должен ездить по кругу, а во-вторых, между его путем и платформой с жителями должно быть расстояние в 1 блок. По этой причине со стороны кафедр дорога строится через 2 по 3-му блоку, а со стороны кровати через 4 по 5-му. Да, и от контрольного блока стекла с краю нужно отступить 1 блок. Убираем временные блоки под площадками, они больше не нужны. И размещаем рельсы по всему маршруту. Какие рельсы ставить и как их активировать, решайте сами. Тут главное, чтобы вагонетка двигалась без остановок. Подробнее про рельсы и вагонетки я уже рассказывал в одноименном видео, так что останавливаться на этих моментах не буду. После железной дороги нужно достроить верхнюю платформу. Центр будет по линии освещения, в нашем случае ровно над светильниками Джека. Крайняя точка должна упереться в тот самый контрольный блок стекла. Заметьте, что железнодорожный путь находится под навесом. Так мы защитим зомби от прямого солнечного света. В каждую сторону от центра отсчитываем по 7 блоков. Повторяем процесс с обратной стороны. Наша задача в итоге закрыть полностью всю поверхность. Во время стройки не забывайте ее освещать. Перед тем, как закрыть все, мы должны позаботиться о жителях. Привозим их сюда с фермы или деревни, и вот таким образом, оставляя узкий проход на светильниками Джека, рассаживаем наших узников по 3 на каждую платформу. Жителей расселяем в первую очередь. Если вы привезете сперва зомби, то жители в момент транспортировки будут непредсказуемы, и этот момент усложнится в разы, поэтому соблюдайте именно такую очередность. И вновь ограда. Ставим ее по всему периметру. С длинных сторон оставляем по 2 блока. Теперь, отсчитав от любого края 7 блоков, на 8-й, то есть на центральный, начинаем лить воду по всей длине. Если вы ничего не напутали, то вода разольется ровно до края платформы, создав направленное течение. Следующий важный этап – это привести и посадить в вагонетку зомби.
Вариантов решения этой задачи много, я лишь обозначу ключевые моменты. Во-первых, предпочтительно запустить по кругу не зомби, а кадавра. Он не горит на солнце, и это выгодно с точки зрения транспортировки к ферме, да и вообще с точки зрения живучести этой самой фермы. Во-вторых, не забудьте сделать бирку и применить ее на кадавре или зомби, если с кадавром вдруг не получилось. Бирка – это гарантия того, что моб не пропадет сам по себе. Также, кстати, если кинуть ему какой-то предмет, он подберет его, и это тоже дополнительная гарантия того, что он не диспавнится. Дальше вам уже самостоятельно нужно сделать место утилизации големов. Тут включайте фантазию. Визор розы, лава, магма, что-то иное на ваш выбор. Методы стандартные, и о них мы уже не раз говорили в прошлых видео. Как вы сами сейчас видите, ферма мгновенно заработала, и големы с довольно приятной частотой стали падать вниз. Эту карту я, как всегда, выложил в группу, так что при желании можете скачать и рассмотреть все более детально. И имейте в виду, что 5 ячеек с жителями – это не предел. Можно делать и 10, и 15. Все зависит от вашей жадности и мощности компьютера. Надеюсь, вам будет полезна эта инструкция. Жду от вас лайк под видео. Спасибо вам за внимание. Пока-пока.